Представьте себе туристическую идиллию: горы, реки, тишина. А теперь узнайте, как в этом раю одна стрела жестокости могла перевернуть судьбы целого народа. В этом видео мы расскажем о беспощадных событиях, к которым не привык даже ветеранам конфликтов, покажем ужасающие свидетельства, которые официальные отчеты предпочитают замалчивать, и раскроем закулисные схемы, способные обострить ядерную угрозу до предела. Вы узнаете, как вода превратилась в приговор, почему машинально подписанные договоры оказались под ударом, и какие секреты обсуждаются за закрытыми дверями Совбеза ООН. Не думайте, что вы все знаете о Кашмире, самое страшное здесь еще впереди. Оставайтесь до конца, чтобы узнать правду, которую не услышите ни в новостях, ни в учебниках истории. С того самого дня границы двух ядерных держав оказались на осадном положении. Индия и Пакистан, пережившие уже 3 крупных войны и более десятка воздушных дуэлей, снова смотрят друг на друга сквозь прицелы. У каждой стороны за плечами десятки испытаний ядерного оружия, 5 в Нью-Дели, 6 в Исламабаде, и этот запас устрашения давно превратился для них в обычное оружие психической войны. В привычных диалогах они здороваются не «ассаляму алейкум», а «приготовьтесь к взрыву». Но гораздо более устрашающим оказалось не ядерное рвение, а то, что задето самое жизненно необходимое – вода. По договору 1960 года, заключенному при посредничестве Всемирного банка, река Синд и ее 6 притоков из Гималаев делятся между двумя странами. Эти потоки дают Пакистану до 80% питьевой и оросительной воды, без которой страна просто не выжила бы. Как только Нью-Дели заговорила о модернизации гидросооружений, в Исламабаде раздался однозначный ответ: любое вмешательство в наше водоснабжение – объявление войны. Солдаты пакистанских ВВС заняли позиции вдоль линии контроля, и небо вновь стало ареной подготовки к бою. Индия не стала тянуть время. В тот же вечер Кабинет министров одобрил 5 мер: приостановку действия договора по Синду, высылку пакистанских военных атташе, отзыв индийских военных советников из Исламабада, аннулирование пакистанских виз и полное закрытие пограничных КПП. Магистр дипломатии или театр абсурда. С кем ни говори, все задаются одним и тем же вопросом: действительно ли Нью-Дели готова лишить Карачи воды, или это лишь сценическая демонстрация силы для собственного населения? Чтобы найти ответ, нужно вернуться назад, к истокам сакрального конфликта. В 1947 году, когда Британская империя наконец ушла с индийского субконтинента, Махараджа Кашмира, управлявший преимущественно мусульманской провинцией, колебался между двумя новыми государствами. Пакистан образовался 14 августа, Индия – 15-го. Махараджа пытался сохранить суверенитет, но натиск пакистанских племен заставил его обратиться за помощью к Нью-Дели, и первые индийские танки ворвались в долину. Так началась Первая война, завершившаяся установлением линии контроля, но оставившая в сердцах обеих стран горящие угли обиды. Переносимся в 1965 год. В разгар сухого сезона обе стороны всполошились: воздушные атаки, артиллерийские дуэли, ночные рейды. 17 дней непрерывных боев, пока ООН не вмешалась и не заставила противников снизить накал, но статус Кашмира так и не изменился. Далее 1971 год, когда, воспользовавшись волнениями в Восточном Пакистане, Индия поддержала сепаратистов и тем самым разделила Пакистан на 2 обособленных государства. Вновь вспыхнули танковые бои и бомбардировки. Каждая сторона прибирала к рукам новые земельные участки Кашмира, пока к концу года регион не был поделен на 3 доли: 48% под контролем Индии, 35% Пакистана и 17% Китая, захватившего сектор Аксай-Чин. Тогда же, в 1962 году, Пекин воспользовался отвлеченностью мира Карибским кризисом и тихо занял часть Гималайских высот, превратив тысячи квадратных километров в буферную зону. Сегодня на территорию Кашмира площадью в чуть более 222 тысяч км во второй степени стянуты 500 000 индийских солдат, сопоставимое число пакистанских войск и внушительные контингенты китайской армии. Все это было бы только историей, если бы не одна ключевая загадка: как превратить дивный курорт в кровоточащую рану мира. Ответ заключен в августе 2019 года, когда правительство Нарендры Моди отменило особый автономный статус Кашмира, закрепленный статьей 370 Конституции Индии.
Вместе с этим был принят спорный «Закон о защите гражданства», который запрещал некоренным кэшмерцам приобретать землю или селиться в долине. Началась политика бульдозеров. Сотни домов снесены, десятки тысяч местных жителей лишены работы и избирательных прав. А интернет на многие месяцы был отключен, чтобы никто не рассказал миру о том, что происходит за железными воротами армейских КПП. В то время как мусульманские семьи выдворяли с родных наделов, индуистским переселенцам из других регионов Индии выдавались новые дома, рабочие места и льготы. Демографическая карта Кашмира начала меняться так же стремительно, как и бывшие бобовые поля. Там, где прежде звенели звонки коров и разносился аромат цветущих персиков, теперь возвышались блоки типовых жилищных комплексов, покрывая холмы и долины индуистскими флагами. В Кашмире сегодня живет около 13 миллионов человек, 90% из которых мусульмане. Они говорят на урду, хинди и кашмирских диалектах, но их голос подавлен серией жестоких репрессий. 5 лет блокад интернета, сотни тысяч задержанных по антитеррористическим обвинениям, тысячи разрушенных домов. То, что еще недавно казалось фантастикой, сегодня воспринимается как обыденность. И вот теперь, когда вода стала орудием вторжения, а ядерные арсеналы — последним рубежом устрашения, мир затихает в ожидании следующего выстрела. Моделирование Стокгольмского института показывает, если ядерная эскалация перерастет в обмен ударами, погибли бы более 125 миллионов человек, а радиоактивная пыль вызвала бы глобальное похолодание и массовый голод. С каждым днем мы приближаемся к той черте, за которой даже самые отчаянные договоры о ненападении уже не спасут. Неофициальные разведданные говорят о том, что в Нью-Дели уже активирован проект Ниджа-2, сеть скрытых подземных дамб, способных задержать до 500 миллионов М в третьей степени воды Ченаба, в то время как в Исламабаде готовят операцию «Барьер-71». Развертывание стационарных заграждений и инженерно-саперных отрядов вдоль ключевых ирригационных каналов. Турецкая частная военная компания, набравшая опыт в Ливии, ведет переговоры о поставках бронированного оборудования для охраны гидроузлов, а Пекин держит наготове своих гидроинженеров для экстренного ремонта пострадавших плотин. Эксперты предупреждают, если эти секретные планы воплотятся, повышенная нагрузка и намеренные диверсии могут привести к обрушению сразу нескольких гидрокомплексов и вызвать катастрофическое наводнение, охватившие тысячи квадратных километров и грозящие миллионам людей потери жилья и средств к существованию. Китай, в свою очередь, предлагает расширить формат Шанхайской организации сотрудничества, чтобы превратить Кашмир в пример регионального многостороннего управления, хотя его действия в собственном Аксаичинском секторе вызывают скепсис. Когда последний патрон иссякнет, а вода перестанет быть товаром, нам предстоит решить, останется ли у нас шанс восстановить справедливость и доверие,